Всем привет! Вы на канале Реальный Харьков. И сегодня темой нашего видео будет Харьков – закрытый город. Почему Харьков резко потерял баллы в рейтинге прозрачности? Харьков в рейтинге «Прозрачные города» занимает 52 место из 100 и считается непрозрачным. До полномасштабного вторжения позиция территориальной громады была значительно лучше. Но сейчас мэр Харькова не отчитывается о своей деятельности, в городе многие годы не проводят общественные слушания, а у жителей нет возможности узнать о распределении гуманитарной помощи. С 2017 года один из сайтов, ссылку на который я оставлю в описании к этому видео, оценивает муниципалитеты Украины по уровню прозрачности и доступности жителей городов. В первые годы проведения рейтинга Харьков занимал низкие позиции, а в 2021 году продемонстрировал значительный прогресс. Но после начала полномасштабной войны снова скатился в группу непрозрачных. На днях аналитики Transparency International опубликовали рейтинг прозрачности городских властей. Эксперты оценивали 100 украинских городов по 70 критериям. Они касаются организации работы городских советов, доступа граждан к принятию решений, а также информации о деятельности городского совета и его председателя. Максимальное количество баллов, которое может набрать город по всем критериям – 100, но такого ни разу не случалось. В исследовании принимают участие как миллионники, так и небольшие города. Из Харьковской области, кроме областного центра, эксперты проекта проанализировали Лозовую и Златополь. По результатам оценки, самым открытым городом Украины стали Черновцы – 87 баллов. Таких высоких результатов областной центр на юго-западе страны добивается впервые. За ним следуют Винница, Луцк, Мукачево и Львов. На другом полюсе рейтинга аутсайдеры, и вот среди них преимущественно малые города – Конотоп, Могилев-Подольский, Золочев в Львовской области, Хуст и Белгород-Днестровский. Среди мегаполисов лучшие результаты у Днепра – 11 место. Хотя радоваться этой позиции днепряне вряд ли могут, потому что в 2021 году они были в топ-3. Киев считается частично прозрачным городом. Одесса и Харьков непрозрачные, в середине рейтинга. Большая война повлияла на открытость многих городов. Правительство запретило им обнародовать некоторую информацию. Кроме того, в прифронтовых громадах, как в Харькове, с 2022 года нельзя устраивать открытые общественные слушания. Но муниципалитеты учатся проводить опрос общественного мнения иначе. Например, как это было с выбором новых названий для улиц в Харькове через голосование на сайте. Как ни странно, аналитики не заметили большой разницы в открытости муниципалитетов между теми из них, которые находятся вблизи линии фронта и находящимися в глубоком тылу. И даже количество воздушных тревог никак не влияет на работу городских советов. Наибольшее количество тревог в 2024 году пережили жители Харьковщины – 2122 тревоги. Наименьшее – жители Закарпатья – 181 тревога. Расчеты показали, что количество воздушных тревог, которыми россияне терроризировали украинские города в 2024 году, не повлияло на уровень прозрачности. Лидерами по улучшению собственных результатов по сравнению с 2023 годом стали Запорожье и Черновцы, а наибольшее ухудшение зафиксировано у Шостки и Драгобыча. Исследователи обнаружили некоторую корреляцию между масштабом города и доходами бюджета и прозрачностью. Грубо говоря, у городов с большим количеством жителей и большими бюджетами больше шансов на то, что их мэрии будут прозрачными и открытыми. Исследование доказывает правильность этого утверждения. В конце перечня расположились только малые города как западной, так и восточной части Украины.
Но малый размер города не приговор. Шестую и девятую строчки рейтинга занимают небольшие Белая Церковь и Драгобыч. В Харьковской области Лозовая и Златополь имеют рейтинг лучше Харькова. Харьков начинал свой путь в рейтинге прозрачности с неплохих результатов. Среди 100 городов, которые анализировали исследователи в 2017 году, он занял 35-е. В следующем году город провалился аж на 64-ю позицию, ибо оценщики добавили критериев к анализу. С тех пор ситуация постоянно улучшалась. В 2021 году Харьков набрал 52 балла и вернулся в верхнюю часть списка на 39-е место. В городе появилось много возможностей влиять на решения совета, например, система петиций и бюджет участия. В 2022 году Харьков участие в рейтинге не принимал, было не до прозрачности, потому что речь шла о физическом выживании. Но в 2023 эксперты снова включили его в исследование. В 2024 году оказалось, что путь к открытости мэрии необходимо начинать сначала. Отчасти в этом виновата война. Из-за того, что депутаты не собираются на сессии в помещении горсовета, не могут транслировать заседания в прямом эфире, как это было до 24 февраля 2022 года. Общественные слушания тоже невозможно провести из-за запрета массового собрания. Но другие прифронтовые громады нашли способ даже улучшить свой рейтинг. Николаев и Запорожье получили статус частично прозрачных. Самый высокий балл 12,5 Харьков набрал в разделе «Открытость». Мэрия обнародует повестку дня и решения сессий. Проблема состоит только в записи заседаний постоянных комиссий и исполкома. Также высокий балл 10 Харьков имеет в разделе «Реагирование на вызовы войны». Горсовет обнародует информацию о защитных укрытиях, имеет совет ВПЛ, публикует информацию для ветеранов. Низкие баллы Харьковский городской совет получил за услуги гражданам. В Харькове не действует электронная очередь в школы и детсады. Город проводит непрозрачную политику закупок. Нет собственной антикоррупционной программы. Следует отметить, что Харьков в этом году ее наконец-то разработает. И системы мониторинга цен на стройматериалы. Это за чиновников делают общественные антикоррупционеры. Мэр Харькова не отчитывается ежегодно перед гражданами как должен, а также назначает подчиненных совершенно непрозрачным способом. На сайте горсовета нет открытых вакансий. Кое-чему Харьков мог бы поучиться у своих меньших соседей. Например, Лозовая вошла в перечень 10 украинских городов, где горсовет отчитывается за полученную гуманитарную помощь. Много претензий аналитики имеют и к сайту горсовета. На главной странице сайта Харьковского городского совета вообще отсутствует доступ к инструменту поиска, а в едином городском реестре актов поиск по ключевым словам не работает корректно. Результаты даже детального поиска содержат ссылки на тысячи файлов за последние десятилетия, указывают на недостаток исследователей. Война плохо повлияла на прозрачность местных властей в Украине. К такому общему и нелестному выводу пришли составители рейтинга прозрачности городов. Больше всего баллов потеряли мегаполисы. В общенациональном измерении города до сих пор не достигли уровня прозрачности 2021 года, что свидетельствует о длительном влиянии полномасштабной войны на прозрачность и открытость местных властей. Наибольший спад прозрачности произошел среди крупных городов. Их средний балл снизился на 17 пунктов. Это связано с тем, что они ранее вели больше прозрачных практик в городском управлении, которые во время военного положения пришлось временно ограничить. Не только Харьков, но и большинство городов отказались от бюджета участия, публичных событий, развития локальных сервисов на основе открытых данных. Из 100 городов всего 8 в прошлом году провели бюджет участия, а бюджетные слушания – 13 городских советов. Множество городов надолго или навсегда выбыли из рейтингов. Например, лидер 2021 года – Мариуполь с невероятным 91 баллом. Такого результата ни до, ни после не достигал ни один другой муниципалитет.
Друзья, пользуясь случаем, хочу сообщить вам, что у меня также есть второй YouTube канал, на котором вы можете увидеть тоже видео о Харькове, прогулки по городу, улицам и паркам, а также много других интересных видео с путешествиями и экскурсиями по городам Украины. Подпишитесь на мой второй YouTube канал Моторный Лайф, вбейте в поиск название или перейдите по ссылке, которую я оставлю в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. А также у меня есть личный телеграм-канал, в котором публикую разнообразную информацию с оперативной обстановкой, с новостями, фото и видео про наш любимый Харьков. Спасибо всем за внимание и до новых встреч на канале.